В 2013 году Nokia представила самый доступный телефон за всю историю компании. Nokia 105 стоимостью всего 15 евро был предназначен для продажи в развивающихся странах в качестве первого мобильного телефона. При этом устройство имеет далеко не самые скудные характеристики. Стоимость этого телефона в России составляла примерно 800 рублей. Он выпускался в двух цветах – черном и голубом. Устройство имеет телефонную книгу на 500 номеров, 32-голосную полифонию, поддержку FM-радио и фонарик. Существует также отдельная версия этой модели со вторым слотом под SIM-карту, но в данном телефоне этот слот отсутствует. Высота устройства чуть менее 11 см, ширина 4,5 см, вес 70 грамм. Толщина телефона около 1,5 см. Небольшой квадратный TFT-дисплей поддерживает до 65 тысяч цветов и имеет разрешение 128 на 128 точек. Заявленное время работы от аккумулятора на 800 мАч около 35 суток в режиме ожидания и примерно 12,5 часов в режиме разговора. На верхнем торце устройства расположен фонарик, разъем для зарядки и 3,5 мм разъем для гарнитуры. Сзади находится единственный динамик устройства, который, в том числе, используется для разговоров. Через переднюю фальш-решетку динамика собеседника слышно не так хорошо. Клавиатура прорезиненная, выполненная единым блоком. Подсветка клавиш белого цвета. Четырехпозиционная клавиша не подсвечивается и не имеет центральной кнопки. Для подтверждения действий следует нажимать левую софт-клавишу. Главный экран телефона с ненавязчивым фоновым изображением минималистичен и удобен. На него можно вывести крупные часы. Есть 4 темы интерфейса, которые отличаются между собой только расцветкой, и широкий выбор цветовых схем с точной настройкой. Поставить какое-либо собственное изображение на фон не представляется возможным. При этом доступно целых 8 анимированных заставок для режима ожидания. Меню телефона может отображаться в виде сетки или списка. В первом случае команды софт-клавиш будут размещены прямо поверх иконок. В телефонной книге для каждого контакта можно назначить по 3 номера и установить тематическую иконку. Имеется фильтрация нежелательных вызовов. Сообщения можно набирать, используя словарь Т9 и прикреплять к ним одно из 30 доступных простых изображений. В качестве сигнала вызова можно установить одну из стандартных мелодий. Как и в некоторых старых телефонах Nokia, вибрация может повторять партию бас-барабана, а экран мигать в такт. К сожалению, при активации этих возможностей во время вызова телефон начинает притормаживать. Раздел «Памятки» необходим для создания напоминаний со звуковым оповещением. Они отмечаются в календаре полужирным шрифтом и появляются в общем списке напоминаний, где каждая отображается на отдельном экране. Раздел «Дополнительные функции» включает в себя калькулятор, поддерживающий только простейшие математические операции, конвертер величин, в числе которых может быть любая собственная величина наряду с предустановленными температурой, валютой, объемом и весом, расход, полезный инструмент для ведения ежедневного и ежемесячного финансового учета с возможностью создания новых категорий расходов. Таймер, работающий в фоновом режиме и напоминающий о себе лишь в виде иконки в строке состояния. Календарь, тесно связанный с разделом «Памятки». Простейший секундомер, без возможности замера прохождения кругов. Кнопку запуска фонарика и анимированную демонстрацию работы устройства для обучения пользователей простейшим функциям, осуществлению вызовов, отправке СМС, смене тем оформления или использованию будильника. В разделе «Часы» осуществляется как настройка времени, так и установка до 5 сигналов будильника. В качестве звукового сигнала, помимо стандартных мелодий, можно установить говорящие часы, доступные также при длительном нажатии звездочки. 46. И включение радио. Для запуска радиоприемника необходима гарнитура, которая не идет в комплекте. При первом запуске предлагается осуществить автоматический поиск радиостанций, что занимает около минуты времени, после чего в списке появляется до 30 доступных частот.
Можно отказаться от автонастройки и найти нужные каналы вручную. Сразу задать им имя и назначить любимые станции на 10 кнопок телефона для их быстрого запуска. Радио можно слушать как в наушниках, так и через динамик устройства. При этом, к примеру, параллельно можно запустить одну из 5 встроенных игр. В скрытых кладах, управляя золотоискателем, необходимо прокапывать себе путь в подземелье в поисках сокровищ. Для перехода на каждый последующий уровень необходимо собрать определенную сумму денег. В игре «Крикет» игрок берет на себя роль бэтсмена. Он отбивает мяч, который бросает боулер с другого конца питча, длинной площадки, расположенной в центре большого поля, на котором в свою очередь рассредоточены другие игроки. Задача – отбить мяч достаточно далеко, чтобы успеть добежать до другого конца питча, пока мяч в воздухе, или отправить мяч за пределы игрового поля. В игре Rapid Roll необходимо скатывать шарик вниз по платформам, ускользая от надвигающихся сверху шипов и избегая колючих платформ. В популярной японской головоломке Судоку нужно проставить цифры в пустых клетках на поле 6х6 для легкого уровня сложности и традиционном 9х9 для более трудного, таким образом, чтобы они не повторялись ни в одном столбце, строке или малом поле 3х2 и 3х3 соответственно. Всего в игре 300 уровней, по 100 на каждый уровень сложности. И, наконец, одна из визитных карточек телефонов Nokia – Змейка. Есть 3 типа игры – классический, современный, включающий в себя различные лабиринты, и компания, где эти лабиринты сменяются после определенного количества съеденной еды. Имеется регулировка скорости передвижения Змейки. От этой настройки будет зависеть количество набираемых очков и, соответственно, сложность игры. Nokia 105 – это красивый и недорогой телефон с хорошей энергоэффективностью, унаследовавший многие черты классических телефонов Nokia. Хотя другие производители тоже предлагали простые аппараты в этом ценовом сегменте, Nokia 105 выделялся интересным дизайном и наличием FM-радио. Модель получилась достаточно удачной, и впоследствии компания HMD Global, получившая права на марку Nokia, неоднократно перевыпускала этот телефон в новом облике.